потрясает Господь пустыню Кадеш. Глаз Господа разрешает бремени лани и обнажает леса. Во храме его все возвещает о его славе. Смотрите, назад вернитесь. Вот я на этом стихе хочу остановиться. Разрешает бремени лани. Мы это разбирали. Что действительно лань это олень такой, средний. Знаете, когда она беременна, да, она, когда, да, иметь там этого теленка, да, то когда гром, знаете, как получается, что она рождает. Ну, просто испугалась, может, я не знаю, но ученые заметили, что вот как вот этот гром прошел, тут раз и роддом. Понимаете? Это замечено. И вот это в Библии об этом написано. А дальше смотрите. И обнажает леса. Обнажает леса, значит, знаете, вот листья, которые я вам что сегодня говорил, вот эти, которые желтые, которые пораженные, которые больные. Знаете, вот эти все листья, они очищаются. Вот третье, Бог очищает вас. Вот когда идет ветер, противный ветер. Значит, о чем я хочу сказать? Смотрите, здесь говорит глаз Господа. Когда вы услышите глаз Господа, не ожесточите сердец ваших. Вот вы сегодня услышали голос от Бога. Я верю, что Бог что-то Духом Святым вам ваше сердце сегодня сказал. Какой-то вам дал, знаете, какое-то желание послужить в церкви, пустить корни в каком-то служении. Ответьте на призыв Божий. Ответьте на призыв Божий. И, знаете, через это служение Он очистит ваше сердце. Через это служение вы пустите глубокие корни. Через это служение вы начнете сеять семена. Сеять семена в будущую жизнь. В вашу будущую жизнь и в будущую жизнь тем, кому вы будете служить. И увидите славу Божию. Поэтому я сейчас делаю вывод из этой проповеди. Ветер перемен, он разный бывает. Знаете, часто бывает, что, знаете, может власть поменялась. Знаете, может быть, какой-то кризис пришел. Может, вот как коронавирус пришел. Может, кто-то заболел. Знаете, может, это вас коснулось, у вас лично какая-то трагедия пришла. Знаете, потому что когда вот лично нас не касается, наших родных и близких, мы как-то к этому относимся безразлично. Но когда нас касается, вот тут мы начинаем о боли вспоминать. Знаете, вот именно вот, когда приходит ветер перемен, есть три вещи, что мы должны делать. Это первое, это пускать корни Бога. Второе, сеять семена. И третье, очищать свое сердце. Давайте встанем. Господь, великий Бог, Царь царей, спасибо Тебе за Слово Твое. Отец, спасибо огромное. Помоги нам сегодня применить Твое Слово, Господь. Помоги нам пускать корни, Господь, в том доме, который Ты нам дал, Господь, в который Ты нас привел, Отец. Отец, спасибо Тебе огромное, что мы рождены свыше. Спасибо, что мы Твои дети, Господь. И помоги нам, Господь, очищать свои сердца, Господь. Помоги нам, Господь, служить друг другу, Господь. Помогай друг другу, Господь. Господи, меняй наш характер, Господь. Делай нас сильными, Господь. Чтобы мы могли помогать бессильным, Господь. И не себе угождать, Отец. Но, Господь, исполнять Твою волю здесь на земле. Господи, применять те дары и таланты, которые Ты вложил в нас, Отец. Не закапывать их в землю, Отец. Спасибо Тебе огромное за наши семьи, за наши дома, Господь. Спасибо Тебе огромное за наших детей, Господь. Но, Господь, чтобы не потерять детей, не потерять поколение, Господь, помоги нам, Господь, служить им от чистого сердца, Господь. Помоги нам, Господь, приводить их к Тебе, Господь, чтобы Ты их благословил в своем доме, Отец. Помоги нам приводить их к Тебе в молитве, Отец. Дай нам желание, Господь, не просто желание, а дерзновение, Господь, всегда молиться о своих детях, Господь. Чтобы Ты их благословлял. Чтобы Ты их вел, защищал, Отец. Чтобы они видели славу Твою, Господь. Помоги нам учить их в заповедях Твоих. Спасибо Тебе огромное. Я прошу, Господь, сейчас благослови каждого, Господь. Каждого верующего в нашей церкви, Господь. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Твоя крепкая, любящая, заботливая, сильная рука была над каждым из нас, Отец. Чтобы Твое благословение просто обильно проливались в нашу жизнь, Господь. Господи, но я очень прошу Тебя, Господь, помоги нам и научи нас твердо стоять и ходить по Твоим заповедям, ходить Твоими путями, Отец. Никогда не уклоняться ни направо, ни налево, Господь. И следовать за Тобой, Иисус. Я прошу Тебя, Господь, благослови сегодня
каждому, кто принес десятину, кто принес приношение, кто принес пожертвование, Господь, благодарственный Отец. Благослови каждого. И кто не принес, Господь, благослови, Господь, открой свои источники благословений, Господь. Дай, Господь, хорошую работу, Господь, чтобы каждый наш верующий мог достойно зарабатывать, мог себя кормить, Господи, мог помогать другим, Отец. Господи, пускай Твои источники благословений прольются на каждого, Господь. Я прошу Тебя, Господь, разрушь всякое проклятие, Господь, безденежья. Я, Господь, прошу Тебя, Господь, разрушь всякий кредит, Господь. Дай мудрости, Господь, выйти из кредита. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Твоя рука была над всем, Господь, нашим имуществом, Господь, над материальным, Отец. Господи, помоги нам правильно распоряжаться всем этим, Отец. Пускай мы увидим Твою славу, Господь. Я прошу, благослови, Господь, чтобы мы были головой, не хвостом. Отец, благодарю Тебя, люблю, молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь. А сейчас любовь Бога Отца, а также благодать Господа нашего Иисуса Христа, а также общение и действие Духа Святого над всеми верующими нашей церкви пребудет отныне и во веки. Аминь. Давайте прославим Господа аплодисментами. Есть некоторые объявления. Во-первых, у нас есть именинник. Именинник у нас есть. Я вот смотрю вот на него, он смотрит на меня.